Доброго времени суток. У нас, как всегда, стрим-запись обучающего характера. Что лучше, чем какая-то выхолощенная инструкция? Тут реальные знания, реальная практика. Что мы сегодня делаем? Я уже создал код по локализации, и я стараюсь его залить на GitHub paperclip. Локализация, добавляю русский язык и еще дополнительно 5 языков. С чем столкнулся? У меня изначально мой PR был почти на 400 файлов. Там было, по-моему, 360 файлов. И здесь есть бот, который проверяет мою работу, и он сказал, что слишком много файлов, нужно сократить. Вот, и сейчас вот это и делаю. Ну и параллельно здесь еще есть проверки, которые поднимаются на GitHub Actions. И кроме того, что нужно сократить количество файлов, то нужно еще пройти эти проверки. Проверки удавалось проходить, но файлов было слишком много. Где я работаю сейчас? Вот так вот Gemini странно себя ведет. То есть, если я что-нибудь ему напишу, перепроверь количество файлов в коммите в пиаре. Мне система показывает, что файлов 168. Ну и где проверять? Допустим, здесь вот проверять. И давайте возьмем параметры этого элемента. Так, я не хотел сюда кликать. Вот, мы его просто выделим. Да, вот мы его смогли выделить. Вот где эта цифра на странице. Так, и он... он просто вот так вот реагирует на вставляющийся текст. И давайте еще скопируем селектор, чтобы ему проще было достучаться до этого блока. Он вот так вот реагирует странно, да, то есть отображение не супер, но давайте я это все-таки... нет, вот остановился он. Хорошо. Значит, я могу сказать, что мне понравился Gemini. Это вот гугловский Gemini. Чем он понравился? Он работает час, где-то час работает автономно, не задавая никаких вопросов. То есть я включил режим там принять все правки, и он действительно справляется с задачами. То есть если Claude справился бы лучше и быстрее, то он бы потребовал моего участия и достаточно много моего участия. То здесь я выставил как-то автономную вот эту вот работу, и все. И все происходит автоматически. Единственное, я ему задал правильную структуру, то есть какие файлы нужно оставить, а какие убрать. То есть если мы должны сократить файловую базу, то я убрал кнопку, чтобы можно было переключиться на другие языки.
убрал это и отсюда из настроек, и убрал отсюда из настроек. А потом я убрал словари, то есть что я сделал? Да, были добавлены словари дополнительные и библиотека. Вот я привязку к библиотеке оставил, и оставил только английский язык. И хочу, чтобы он оставил часть переведенных файлов, чтобы мы поместились в лимит. Ну, уже меньше, чем 360, уже там 168. Это уже прогресс, это уже классненько, это уже хорошо. Вот, тесты опять обвалились, но ничего, это мы поправим. Тесты проходили. Главное активировать вот этого griptil app бота, который отреагирует на нас, если файлы сократятся где-то до 100, то тогда он сможет уже проверить внутри логику. Если он уже сможет проверить внутри логику, то будут дополнительные правки. Кроме тестов, работает ли сайт, работает ли сама система, и ничего ли не упало после того, как я там что-то изменил. Вот, так что вот такие вот правки делаю. Для того, чтобы PR был принят и вообще был хоть как-то рассмотрен. Вначале у меня были такие мысли, что, в принципе, локализация — это понятно, что затрагивает достаточно много файлов, попросить просто одобрения ревьюеров, чтобы они, вручную приняли PR, но потом я подумал, что в любом случае ревьюеры, они создали вот эту систему проверки ботом для того, чтобы облегчить себе работу. И, просто лучше соответствовать тем стандартам, которые они уже выстроили по CI/CD. И вот это сейчас и выполняю. Этот Gemini продолжает тут меня гипнотизировать какими-то мигающими картинками. И, в принципе, он вот так вот, занимается где-то час. У меня нету нареканий, то есть мы с ним справляемся. Единственное, то это медленнее, но достаточно автономно, без моего участия. Вот. Так что продолжаю. Будут вот такие вот, может быть, небольшие нарезочки, чтобы вы были в курсе, что происходит. Так что я вот так вот записал и там ушел на час или там на 2, или на сколько там, вернулся, нарезал еще что-то. Так что прямо сейчас будет еще продолжение. Так, что получилось сделать? Действительно получилось сократить PR до 47 файлов. И я посмотрел, как триггернуть этого бота. Он просто так не выпадал здесь. То есть другой человек живой здесь показывался, как его триггернул. Запустил повторную проверку. Я просто выделил вот так вот его имя. Потом написал сюда. И написал, короткое сообщение о том, что уже файлов меньше 100. 47 файлов. Он сразу отреагировал, что он посмотрел. Это очень, приятное визуальное подтверждение, что что-то началось. И потом он запустил ревью моего кода, который был сделан. Так что уже какие-то продвижения есть. Мне нравится, как хорошо сделали. То есть вот security проверяется, что сама сборка поднимается. Вот сейчас еще надо будет доправлять вот такие вот моменты. Так. Спасибо. Уже, 47 файлов. Вот проверки, которые падают еще. Точнее, начали
падать после сокращения нашего кода. Ну и, допустим, зайдем... А что, можно зайти сразу в несколько и посмотреть, какие там ошибки. Ошибки обычно в конце пишутся. То есть можно их вот так вот скопировать. И лучше еще скопировать, откуда они. То есть что там запускалось. И можно даже дать ссылку. Да, я думаю, нет смысла загружать. А то он зайдет, начнет читать что-то и забьет свой контекст. Я думаю, отсюда можно. Там будет, получается, для него данные о том, что сервак поднялся, но что все упало. Ну и так визуально отделим. Так, давайте я включу визуализацию, что я нажимаю, чтобы вам комфортно было. Комфортнее. Так, значит, это у нас end-to-end. Упало после 1 минуты. Пусть эти данные тоже будут. Есть ли что-то интересное выше? Ну, давайте еще вот такую штуку скопируем. И поставим вначале троеточие здесь, потом вот это, то, что мы скопировали, и троеточие здесь, чтобы он понимал, что было еще начало, а был еще конец. Так, end-to-end, end мы скопировали, теперь verify какой-то. В рамках этого verify ну, тоже скопируем, что сервер поднялся успешно, а уже дальше проверки посыпались. Ну, тут мало, в принципе, поэтому можно скопировать все, чтобы он видел, что какое окружение поднимается. Все равно он текстом будет читать, так что выделение цветом ему не принципиально, я думаю. И Visual Regress тоже упал. Сейчас ему тоже это донапишем. Хорошо, я думаю, вот это ответ, который мы ему отдадим, и он опять начнет мелькать. Все, ну и я думаю, он там сейчас опять начнет мелькать какое-то время, там минут 40, час. Ну вот, пошел работать.
Что у нас конфликты там есть какие-то или нет? Давайте глянем. Так, resolve конфликт. Ну, бот хорошо, молодец. Так, какая у нас общая оценка? Два из 5. Ну да, то есть мы там чуть-чуть хитрили, то есть мы CI-ку поменяли для того, чтобы залетел наш пиар внутрь. И он правильно это все обнаружил. Наши хитрости. Ну, для начала мы возьмем и исправим мелочи всякие, чтобы эти тесты проходили. И понажимаем вот здесь вот промпт для AI. И пособираем здесь всякие наши правки, которые необходимо сделать. Очень удобная, конечно, эта штука. Так, а давайте почитаем, что там вообще написано, чтобы не быть мартышками. Что ему там? В настоящее время возвращается подсказка, предназначенная только для разработчиков с код-тегом, и они отображаются без проверки на наличие уязвимостей. Если файл перевода когда-либо будет обновлен и будет включать контент, созданный пользователем, или если будущий переводчик добавит небезопасную разметку, это станет источником XSS атак. Рассмотрите возможность отображать код элементов как React, JSX вместо внедрения необработанного HTML, или как минимум добавьте проверку на наличие уязвимостей. Молодец, бот. Я думаю, это все выполнимо. Проблем нету. Да, шикарный бот. Поймал где что яишко понаудалял лишнего. Он уже не первый раз удаляет эти принудительные версии NPM. Так, а здесь что ему тут не нравится? Выбранный язык записывается local storage после P, но жестко задается
return English и никогда не считывает из этого ключа. В результате каждая загрузка страницы сбрасывает язык на английский, независимо от того, что пользователь выбрал ранее. Переключатель языка не имеет постоянного эффекта. Файл, ну, хвосты какие-то. Так, ну, мы собрали обратную связь от бота. Эффективный. Вот, ну и дождемся, когда здесь закончится исправление того, чтобы у нас проверки проходили. Потому что сейчас у нас есть бот и его обратная связь. И есть еще вот такие вот проверки, которые здесь рушатся. И, ну, в принципе, нужно сделать и то, нет разницы, что раньше будет сделано, что позже будет сделано. Надо и то выполнить. Так что, ну, потихоньку, да, улучшаемся. Но, да, процесс. Хорошо, да, продолжение будет прямо сейчас, я надеюсь. Для вас. Для меня это будет пауза. Глобально трудяга, то есть он вот остановился. И я не знаю, могу ли я управлять принудительно этим. Нет, не могу управлять принудительно. Прочитал еще один файл, подумал и погнал дальше работать. То есть степень автономности Gemini меня восхищает. И если глянуть лимиты, то вроде бы там тоже как-то лимиты достаточно широкие. Ну, то есть он как-то медленно работает, и за счет этого лимиты быстро не улетают. Но у меня и подписка там такая дешевая, по-моему, там около $21. То есть это не 100 или 200, которые у Cloud Code, и при этом можно достигать результатов. Ну вот, он остановился. Проверил вот этот файл. Сделал правильные изменения. И погнал дальше работать без обращения ко мне, не спрашивая каких-то там у меня, можно ли этот файл изменить, можно ли там этот поиск сделать. То есть, ну, он спрашивает, наверное, что-то раз в час. Вот вы видите уровень агентности Gemini, он, ну, прямо очень классный. То есть, наверное, пейперклипом я приблизительно так же управлял. Мне необходимо было где-то раз в час приходить и смотреть, что там, и направлять в правильное русло. А здесь работает один агент. Он все помнит. Я не знаю, как ему получается удерживать такие объемы. То есть и клауды уже бы с ума сошел, и забыл, кто он, где он, и делал бы compacting conversation, и запрашивал бы новые права на все после того, как компактинг произошел, conversation, потому что это, ну, подобие новой сессии, где нужно заново запросить все права. То есть, в принципе, то, что Google
Ну, у них сложная проверка идет внутри кода. То есть для того, чтобы сделать... Ну, вот опять остановился. 24% использовано, то есть кода еще достаточно с запасом. И он потихонечку вот так вот работает. То есть, чтобы в Гугле сделать просто залить какой-то свой код, создаешь код, а потом еще 2 человека должны его одобрить, что там все окей. То есть, грубо говоря, если перед тем, как ты хочешь написать какую-то фичу, то ты обязательно должен написать дизайн проекта, а потом изучить, какие заинтересованные стороны будут задействованы в этом проекте, пройтись по всем заинтересованным сторонам, согласовать их требования, их необходимости для этого проекта, то есть что они хотят там внутри, и дизайн проекта может измениться, видоизмениться, упроститься или усложниться, или просто измениться как-то. И вот идет вот такое вот большое согласование в начале, что делать, а потом уже пилится код, и потом уже этот код согласуется там 2 людьми, а потом еще заинтересованными сторонами. То есть, чтобы просто одна строчка кода увидела свет, проходит очень много внутренней работы согласования, и, в принципе, мне это нравится, то есть то, как они построили. Gemini, он вдыхает в себя концепцию того, как в Гугле все происходит, то есть он у меня спросил, задал дополнительные вопросы, потом он мне предложил план работы, и после того, как я сказал «да», то он уже, ну как, у меня не было «да». Если вы смотрели там предыдущие видео, то на каждый вопрос я выбирал ответить мой личный ответ. Я ему там надиктовывал контекста, чтобы он понимал, что важно, что не важно. То есть, допустим, у нас есть несколько уровней проверок. У нас есть проверка, которая здесь локально в тестах запускается. И надо делать перевод так, чтобы еще эти тесты не падали. И это еще дополнительная задача, то есть чтобы CI-ка у нас здесь поднималась корректно. Все тут реагировало. Ну, мы потихоньку движемся к этому. Но еще чтобы тесты. А тесты чувствительны к захардкоженному английскому языку. А мы захардкоженный английский язык, на который ссылается проверка, меняем на переменные. То есть фактически нам либо нужно построить нашу локализацию так, чтобы тесты не упали и подстроиться под тесты, либо нам надо по-хорошему еще и как-то тесты менять. Вот, и он 9 минут работает автономно. Видите? А в среднем он где-то 58 минут что-то делает, потом запрашивает разрешение на выполнение каких-то действий. То есть автономность феноменальная. Ну и учитывая то, что Paperclip теряет контекст, потому что каждый раз новый агент мною занимается маленькой какой-то задачей, и им управляет кто-то большой, то здесь вот один агент. Как я выбрал этого агента? Мы вначале, я запустил 3 терминала, и там запустил 3 Gemini. Значит, здесь у нас в прошлом видео мы собирали просто ошибки, которые есть. Вот. А потом, когда мы долго-долго, где-то, больше чем 1,5 часа, больше 1,5 часов собирали ошибки, и потом он в этом терминале быстренько все прочитал. Я хотел узнать, может ли третий агент нам помочь с изменениями, но я понял, что
пока здесь не собраны все ошибки, и пока не построен обход этих ошибок здесь, то здесь ничего в третьем терминале нет смысла делать. И я уже остановился на вот этом искателе линтера, который нашел правила. И, кстати, оказалось, что этот линтер я сам создал. То есть у меня были гипотезы о том, что эта проверка для моей библиотеки была автоматически сгенерирована вот этим вот ботом рептилии. Рептилия. Ревью рептилия. Нет, это Cloud Code, наверное, сам написал такую проверку, чтобы легче было проверять будущий код. То есть это не учредители создавали. Это не вот этот вот грептиль бот. Рептилия бот. Это я сам создал. То есть вот в предыдущем видео у меня не было ответа, откуда вот этот линтер появился. Я его создал, оказывается. Ну и сейчас, чтобы залиться с первым пиаром, то мы его пока снесли временно, но в будущем, да, продолжим. Вот, для вас пауза, которая сразу прекратится и пойдет дальше что-нибудь еще полезное. Вот, а я ставлю на паузу. Какая у меня идея? Хорошо, что у меня есть вот такие вот паузы, пока наш там трудяга Gemini гипнотизирующие заставки нам делает. Вот такие вот. То я подумал, как соблюсти максимум правил, и, скорее всего, для того, чтобы вот этот вот пиар был принят, мне надо будет сделать изменения в саму систему, как она запускается, в правила. И основное, почему, допустим, падают там все тесты, это то, что нам необходимо для тестов изменить то, как виртуальная среда загружается. Нам туда в любом случае надо закинуть дополнительную библиотеку. И я думаю, что следующим шагом у меня будет это просто создать отдельную веточку, где я изолирую то, что необходимо, и залью отдельно, ну, какое-нибудь что-нибудь понятное, то, что не вызывает никаких сомнений. Ну, то есть вот файл, вот надо импортировать такую библиотеку. Какие вопросы тут есть или какие вопросы могут возникнуть? Ну, наверное, никаких. Давайте глянем ответный файл. Что здесь у нас написано? Там ничего ли плохого здесь нету. Так, тоже он тут ругается, что вроде бы принудительный английский при наличии выбора. Ну, я не знаю, я думаю, мы тут как-то это сможем побороть. Так, к самой локализации у бота претензий, я так понимаю, нету. Ну да, у меня такая вот идея, что для начала закинуть просто то, что нам обязательно. Ну вот еще, да, это тоже обязательно. Ну и получается, да, в тесты
Нам надо это позакидывать. Он ждет, пока я нажму кнопку «Загрузить разницу». Окей. Этот у нас трудяга пока трудится. Так, сбор ошибок. Он уже, наверное, отработал свое, и мы его можем спокойно закрывать. Да, наверное, не спрашивать больше. А smoke тест мы здесь так и не загружали, то есть это дизайн, это, ну это там Cloudable. И вот здесь вот мы... А начинать новый диалог, чтобы он ничего не помнил, или продолжить текущий? А продолжить, наверное, текущий. Так, значит, у нас есть наша веточка. И мы ему скормим вот эту вот нашу ветку, чтобы он просто ее прочитал. И дадим контекст. Что? Ну, надиктуем так полноценно, долго. У меня такая идея, что надо сделать какой-то изолированный отдельный пиар конкретно по среде. То есть, что нам необходимо зашить в тесты обязательные и в YAML файл для того, чтобы наша эта ветка принялась. Потому что сейчас автоматически бот, контролирующий пиары, он ругается, что мы одновременно меняем код и меняем правила игры. Поэтому я хочу отдельным пиаром коротенечко поменять правила игры, вот именно обязательные файлы. То есть, если нам нужно подгрузить нашу библиотеку, то подгрузить везде нашу библиотеку, чтобы это было четко, конкретно, понятно, куда, что, почему и с какой целью. Сейчас пока что текстом скажи мне, в каких файлах, какие изменения необходимо сделать, ну вот, infrastructure, да, как говорится, чтобы мы могли уже выделить отдельно CI/CD, ну, CI-ку мы могли выделить отдельно из вот этого, из этой ветки, чтобы у нас CI, который мы меняем, в том числе тесты, тестовый CI, чтобы он был вот зашит в один маленький короткий пиар. Я сейчас создам ветку под это. Вот. А ты пока поищи информацию и подумай, что нам обязательно должно быть. Ну вот в этой ветке уже включено то, что обязательно должно быть. И исходя из этого, скажи, что там должно быть. Так что вот мы так вот хитрим. То есть, если мы робота не можем обойти, мы вначале написали такой хороший обходной путь, который просто переписывает все правила. Но рептилия это увидела и сказала, мы меняем правила игры. Ну да, так и было. Так, я последовательно исправил все 7 замечаний. Ревью. На самом деле, если он уже завершил работу, то это очень кстати. Я тогда здесь остановлю пока что эту работу. И я с этим же ботом, с этим же ИИ продолжу.
потому что он уже в курсе, что мы делаем и почему. Ну, я думаю, он оценит полет мысли. А пока он думает, чтобы не пропустить, когда он что-то у нас спросит, перемещу на отдельный экран. Вот, он пока что там занимается. То мы потянем веточку нашу. Значит, что у нас? Он уже. Быстренько, молодец. Так, пройдем в конец и почитаем, что он сказал. Идея отличная. Выделение инфраструктурных изменений в отдельный PR, так называемый Base Infra PR, это стандарт в больших проектах. Это позволит подготовить почву, загрузить библиотеки, настроить CI без шума от сотен измененных строк текста. Вот список файлов. Окей. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Что в этот PR входить не должно, согласно вашему плану. Никаких JSON словарей, кроме базового английского, никаких кнопок переключения языков, никакого нового линтера, минимум изменений в UI компонентах, только те правки, которые необходимы, чтобы приложение просто запустилось и не выдавало ошибок. Типизация. Скажи, пожалуйста, если еще полностью сократить, мне кажется, что словарь английский, его, если мы нигде не используем, то можно ли его не использовать? То есть именно сделаем минимальную сборку так, чтобы в будущем наша ветка основная, которую мы делаем по локализации, чтобы она смогла пройти все тесты. То есть если нам надо библиотеку там засунуть в их YAML файл, то мы засовываем библиотеку и все. То есть никаких даже словарей, чтобы было не 20 файлов, а 1 файл или там 2 файла. То есть что нам действительно нужно. То есть словари мы потом можем уже докинуть отдельным пиаром, это не проблема. То есть инфраструктурно, что нам сейчас нужно, именно минимально. Но достаточно, чтобы мы потом уже не были вынуждены как-то менять дополнительно инфраструктуру, чтобы у нас вся ветка прошла. Я хочу чуть-чуть сократить. И пока здесь идет размышление, то мы потянем нашу веточку. Так, мы сейчас на мастере. Так, локальный мастер. Давайте его обновим. Это отличный вопрос. Мы можем сделать абсолютно минимальный. Ну да, я же так и просил. Который буквально просто включит свет для локализации, но не принесет с собой ни одного реального перевода. Это будет выглядеть как чисто технический апдейт зависимостей и типов. Если мы уберем даже английские словари, нам останется всего 9-10 файлов. Ну да, я так и хочу. Это идеальный объем для моментального одобрения. Вот список того, что действительно необходимо. А до этого он добрасывал еще дополнительное. Окей. Хорошо. Правила игры. PR. Фиксация версии NPM и временное разрешение на изменение лог-файла. Почему это нужно? Чтобы CI не падал на первом же шаге установки пакетов. Что-то я ленюсь делать все вручную. Давайте я просто напишу название, которое я хотел,
для ветки и попрошу его все выполнить. Значит, они 3 буквы, цифра, описание и 3 буквы, описание. Так, где название ветки? Я не вижу названия ветки. Вот. Ну, тут 4 буквы, цифра и что делается. Это название ветки. Значит, интересно, как читается vibe. То есть озвучивается ли оно так? Давайте мы будем vibe. Если там есть в том числе если там есть ветки еще такие с названием, то пусть это будет vibe. А потом наш PR. Так, нет, это мы здесь просто тестируем, как текст выглядит. 5542. Web 5542. Add. Так, как там add было? Как раз вот по добавлению что-то было. Add через дефис. Как это... Какая у нас библиотека используется? React i18 Next. To CI. Вот так вот. И сейчас надиктуем ему, что необходимо сделать, чтобы я даже там в панели ничего не тыкал. Я хочу, чтобы ты создал вот такую вот ветку и туда запихнул все, что необходимо нам для основной локализации. Вот именно минимальный джентльменский набор изменений в CI, чтобы потом мы уже загружали нашу локализацию и уже система, чтобы принимала абсолютно все наши файлы и правильно на них реагировала. В этом редакторе, получается, мне вначале надо стянуть все изменения в мастер. Ну, из апстрима мне необходимо обновить мой мастер, который там. Я это обычно там как делаю. Вот зашел на свой аккаунт, переключился на мастер и нажал кнопочку там синхронизировать форк. И я увидел, что здесь уже какие-то конфликты есть. То есть их надо вначале решить. А потом от вот этого онлайн мастера я тогда уже обновляю мастер, который локально. И потом уже от вот этого локального мастера я уже тяну новую ветку. Но чтобы это все не делать
как в каменном веке. Ну, это уже продвижение, что это так вот все можно наклацать через визуальный редактор, а через UI. Это вообще был прогресс жуткий, а сейчас мы это все делаем просто через команду искусственному интеллекту. И давайте посмотрим, то есть сделали он какой-то пиар, коммит по итогам своей работы. 14 минут назад сделал изменения. Так, возвращаемся на нашу ветку. Видите, у нас сейчас там только мастер, наша вот эта ветка по локализации. Вот наш пиар, наш коммит. И где он там, как себя чувствует. Как он тут себя чувствует. Все плохо, все красненько, еще больше, чем было. Но мы пока что оставляем этот пиар. Мы помним о нем, но во всяком случае временно от него останавливаемся по нему работать. И создаем отдельную веточку, в которой мы просто забросим все наши файлы обязательные, чтобы наша локализация не падала. Так, пока это здесь размышляет, я его туда перенесу, чтобы не потерять. И здесь Paperclip. И новое такое сообщение. Так, опубликовал PR. И его перерабатываем текст. Опубликовал PR и его номер. Отметим цветом, что это потом еще надо доработать. Скопируем сюда. В поддержку. Нет, не в поддержку. Это слишком сложно. Буду думать, что там как. Опубликовал PR, который меняет CI для возможности разработки локализации по стандарту. Как там наша эта библиотека? React 18 Next.
Предполагаю, что рано или поздно при развитии Paperclip AI станет вопрос о локализации Кстати, на локализацию есть запрос. И в том числе я делаю в этом направлении ряд шагов. Прошу вашей поддержки в этом направлении и аппрува моего пиара. Наверное, так, с уважением, вайб. А тут пока что у нас еще Gemini думает, размышляет. Мне не нравится по стандарту. Давайте мы попросим у того же Gemini. Так. Предложение по изменению текста. Было, стало. Привет, Вайб, это отличная инициатива, судя по действительно давно. Вот два варианта правок. Твой исходный текст понятен, но его можно сделать чуть более убедительным и профессиональным для мейнтейнеров, убрать опечатки, добавить акцент на пользу для проекта. Вот два варианта правок. Сбалансированный и профессиональный. Добрый день, я читал Contributing MD Roadmap, публиковал PR, который меняет CI для возможности разработки локализации по стандарту. Все равно по стандарту. Я вот здесь вот больше сомневался. Предполагаю, что рано или поздно при развитии... было. Приветствую, я ознакомился с Contributing, подготовил PR, который настраивает CI для поддержки стандарта. Ну вот, поддержки стандарта. Вот это вот мне как-то, наверное, больше спокойно. Gemini у нас там что-то... Нет, еще размышляет. Хорошо, пусть размышляет. Как будет готов, продолжим с ним. Пока что попишем документацию. Очевидно, что с ростом вопрос локализации становится критическим на уровне... на это указывают многочисленные запросы сообщества. Мой PR закладывает технический фундамент, чтобы сделать процесс перевода удобным получается, давящее такое сообщение. То есть он больше... что я отсюда возьму? Я отсюда возьму... Для поддержки стандарта. Я, наверное, вот это возьму. Вот у меня здесь открыт он был. Закрываем в том месте и чуть-чуть приблизим.
опубликовал PR, который меняет CI для возможности разработки локализации для поддержки стандарта React i18 Next. Я думаю, нормально. Пусть будет видно, что это человек пишет, а не компьютер. Короткое деловое сообщение. Посмотрим единственное, что там подтянутся ли туда гиперссылки, или надо будет текстом их указывать, или нужно будет их индивидуально еще вставлять. Вот, так что следующее мое действие для того, чтобы нашу ветку начать заливать, это починить CI. Ну, фактически, не то чтобы мы девопсовскую работу делаем, да, но где-то да. То есть это, наверное, девопсовская как раз работа, настройка CI в GitHub Action. Так, я, если честно, доволен своим решением, и так это мы сможем выполнить правила путем изменения самих правил. Что нам необходимо? Как мы можем использовать библиотеку, не экспортировав ее? Никак не можем, так что надо просто это договориться, что мы это делаем. Хорошо, тогда пока что пауза в записи. Продолжаем от мерджа. Из прикольных моментов, которые мне понравились, вот я беру текст для перевода, выбираю его и вставляю, допустим, в клауды для перевода. И вот какая прелесть получается. То есть он может читать, что здесь были гиперссылки, то есть умная вставка происходит, то есть он вот так вот разбивает, здесь текст, а здесь вот сама гиперссылка, то есть он сам на Markdown какой-то переделывает на лету. А когда то же самое я просто делаю, вставляю в Gemini, то у меня просто слетают все ссылки, и мне потом необходимо еще дополнительно довозвращать ссылки. То есть я вот это вот попрошу его перевести, он мне просто переведет текст. А здесь мне Cloud вернул полностью текст с сохранением гиперссылок, и я их просто вставляю в файл, и вот у меня красивый перевод с рабочими, я надеюсь, гиперссылками. Да, вот там 11.71, да. Все правильно. Класс. Просто хотел вам наблюдениями поделиться. Окей, конец связи, и сейчас еще продолжим. Так, вроде бы Google Gemini доделал работу по созданию ветки. Давайте проверим, что это действительно так. Идем в любимый для вас, любой, который вы хотите делать. IDE. И здесь вот мы видим, что, во-первых, создана ветка, и, во-вторых, мы еще видим, что мы уже на нее переключены, то есть мы будем видеть только то, что в ней происходит. И, исходя из этого, у нас ветка потянулась от старого мастера. Вот видите, как хорошо использовать IDE. Сейчас мы ему надиктуем это по-быстрому. У нас локальный мастер отстал от нашего мастера и от апстрима.
апдейте, пожалуйста, нашу ветку по CI, чтобы мы ее смогли залить на сервак, на материнский. Я думаю, это будет там вообще очень быстренько. А пока, я ему это закину. Жалко, что я, пока он это будет все делать, не смогу это все почитать. Я создал новую ветку. Да, я проверил, есть такая. И подготовил тот же. Вот, все. Пошла какая-то карусель. Давайте пока тогда глянем, что он здесь изменил. Проще всего, наверное, будет глянуть через интерфейс здесь. Вот у нас было 2 веточки, мы обновляем. Мастер как обязательная, локализация, которую мы создали. И вот. Вот он, да, здесь предлагает мне залиться туда. Но мы пока что еще не синхронизированы по мастеру, поэтому мы просто поймаем конфликты и все. Так что нам надо синхронизироваться с мастером вначале, разрешить конфликты, и да, тогда да. Даже не вижу смысла делать, но мы здесь можем посмотреть, какие файлы были изменены. Мы же сможем тут это увидеть, да? Или это надо... Я уже привык с настроенным CI/CD работать. Где там... если мы, да, будем заливаться, то мы увидим, что он поменял. А внутри IDE, где это можно посмотреть? Вот это наша веточка и то, что мы локально делаем. И мы сейчас вот здесь вот находимся. И как посмотреть, что поменялось? Пока еще мы не залились, я вот клацаю здесь на файл, и слева и справа вижу разницу. Что изменилось здесь? Может быть, мы можем тыкнуть как-то вот сюда вот. И посмотреть. Вот, да, вот. Вот наши файлики. Сколько их? 10 файлов. Вот уже что-то. Так, значит, что у нас здесь поменялось? Мы меняем то, что мы не должны были менять. На самом деле. То есть эти изменения, они не должны были быть. То есть это мы вначале поменяли на версию 9, потом Reptilia Bot нам сказал, поменяйте на точную версию 9.15.4, и мы уже меняем на точную версию 9.15.4. То есть у нас количество, наверное, файлов, которые будут изменены, еще должно сократиться. То есть вот этот файл уже надо вычеркивать. То есть просто его надо правильно подтянуться от оригинального мастера, и тогда нам не надо будет эти файлы как-то менять. Я думаю, это тоже все... Если изменения только здесь, то 2 файла мы сейчас просто потянем из мастера, и там будет 0 изменений.
Хотя, если вот этот вот файл в таком редакции залить туда, на мастер, может быть, там будет как раз количество изменений 0, потому что это исчезнет, это исчезнет. Так, мы добавили вот саму библиотеку. Ну, шикарно. 41 строчка, где 41 уже пустая. Чистенько, прозрачненько. Так, здесь добавляется импорт этой библиотеки. Отлично. Ну, то есть человек зайдет, посмотрит, там одна строчка изменилась. Это, ну, безусловно, сильно проще. Теперь мы больше вписываемся в стандарт, который они прописали, что очень маленькое, конкретное, точечное изменение. Вот это мы внедряемся, я так понимаю, отсюда тянутся все тесты. Да или нет? Да, да. Отсюда тянутся все тесты. То есть уже в тестовом окружении мы тоже себя прописываем, что необходимо загружать эту еще библиотеку. Я думаю, это изменение мы как-то приводили в соответствие с тем, что и так было. Здесь изменений... вот что-то там есть большое такое. Ага. Да, ну супер. И сюда мы себя тоже запихиваем. Шикарно. В общем, вот эти вот файлы обязательные. 1, 2, 3, 4, 5. Что у нас здесь? Да, тут уже сложненько. Я так понимаю, что переписываются правила, как работает зависимости, что откуда как куда втягивается. Ну, класс, да, то есть это тоже обязательно. Так, а здесь что? Это что, все удалено? Вот здесь, я думаю, на нас будут ругаться. То есть 90 строк сокращено до 30. А там заложены правильные какие-то проверки, которые в результате, в случае, если возвращает совет и возвращает ты, то все хорошо. А сейчас вся эта проверка выкинута, и вся вот эта вот логика выкинута и просто заменена на захардкоженную. Как вот нас, помните, искусственный интеллект по видео связке
Paperclip, Hermes ZAI, он нас просто обманул и просто возвращал вот такие вот ожидаемые какие-то данные без выполнения предыдущей всей логики. То есть вот этот файл, я бы уже сказал, что он делает что-то не то. Давайте я ему скажу, что он что-то не то делает. Дополнительно перепроверь, как в мастере оригинальном выглядит этот файл и насколько нам необходимо вносить сюда какие-то изменения. То есть я вижу, что была какая-то проверка, которая должна была проходить, и в случае, если там ряд логических действий выполняется, возвращает правильную команду, то тогда проверка пройдена. Но если ломается, то значит проверка не пройдена. А сейчас просто захардкожен правильный ответ, исходя из того, что мы знаем, что ждет проверка. Насколько ты уверен, что именно так нужно решать эту задачу, и что там происходит, и как ты решил, и зачем мы это делаем? Вот, я пока что сохраняю сюда. Я сохранил, и оно уже автоматически сохранено. То есть даже если там какой-то краш системы, то это сообщение я не потеряю, я его потом закину в ИИшку. Вот, мы, пока он там размышляет, прочитали PR, и я считаю, что как минимум на 2 файла мы сможем его сократить. А вот эти вот файлы, я думаю, да, все обязательные и правильные. Ну, а чем меньше файлов, тем проще людям будет разбираться с этим всем. Так, я доволен. Ну, правда, вот видите, как-то затягивается это все. Добавить просто русский язык в Paperclip становится не такой простой задачей, когда зависишь от международной команды, от стандартов разработки, от вот того, что у них здесь проверки, здесь безопасность, здесь что сам сервак не лег, здесь проверка от бота по надежности кода, что он ничего не ломает и ничего плохого не делает. И нам надо добиться результата 5 из 5, а сейчас 2 из 5. А при результате даже 4 из 5 мы не пройдем эту проверку, то есть нас не захотят мержить. Вот, занимаемся add merge, продолжение. Запишу еще, наверное, поделюсь с вами вот этим моментом. Значит, что у нас было? Так, вернись назад, вперед. У нас мастер, он должен быть по-хорошему синхронизирован просто с мастером материнским нашего форка. И все наши изменения, они должны быть вот тут вот в веточках. Какие сложности здесь были? Я установил защиту на метадата, restriction commit метадата. И мы не могли нажать просто синхронизировать. И поэтому мы впереди на 4 коммита. Я посмотрел, что там за 4 коммита. И фактически это когда мы брали изменения, которые сделали в материнском мастере, и мы делали свой личный коммит, чтобы его просто синхронизировать. И поэтому синхронизировать я бы нажал просто отменить наши 4 коммита. Мастер так откатывается в базовую заводскую конфигурацию, и уже тогда мастер мы просто
вроде бы обновляется, а изменение... тут должно быть ahead на 0 коммитов, то есть измениться, а тут по-прежнему впереди на 4 коммита. А если update branch просто нажать? Так, синхронизировано, хорошо. Не позади. Но вот эти вот 5 ahead, они остались, хотя они чисто такие вот технические. Ну, хорошо. Во всяком случае, мы синхронизировались и стянули все в мастер. И поэтому, что там у нас? Gemini еще веселые картинки нам показывает. Продолжает работать. Я надеюсь, я ему ничего не испортил тем, что я принудительно через UI синхронизировался с удаленным мастером. Так, вот этот, да, момент хотел показать. Ну, вот эти вот 5 наших коммитов, которые мы опережаем мастер, их надо как-то сбросить. Ну, вот, наверное, сейчас вот этому второму это и поручим. Отменим то задание. Я хочу быть просто синхронизирован мастером с удаленным мастером. Сделай. Эти коммиты мне не нужны. Их можно просто потерять. А все нужные изменения в ветках. Их не трогай. Вот так вот мы запустили второго в работу. Ну, круто, постоянно работает, и всего лишь 29% там израсходовано лимита. И это на подписке сколько? $21 или там сколько? $23, ну, что-то в районе того. Очень круто. Так. А постоянно разрешать, да. Ну вот, то есть он раз в час где-то спрашивает у меня какие-то разрешения, я ему разрешаю, он опять уходит в плавание. Я считаю, что я им даю независимые задачи, которые не должны конфликтовать. Я на это очень надеюсь. Да. Ну и сессия у него долгая, то есть если у Клауда сбрасывается там сессия, по-моему, сколько? Каждые 24 часа, а, по-моему, этот, который меня спросил какие-то разрешения, ну, сутки назад, а новых он не спрашивал. Хотя уже контекст там должен был заполниться, ну, я не знаю, раз 15, наверное. Если говорить о контексте 200 тысяч токенов, как у Сонета. Если о опусе, то, ну, там 1-2 раза уже мог заполниться контекст опуса. Хорошо, пусть работает. Рассказал вам следующее действие, которое я делаю. Так вот, стратегически, чтобы тоже вы были на пульсе событий. Так, я читаю, что сделал наш искатель линтера, и он уже сделал то, что я поручил убирателю конфликтов.
То есть он говорит, я полностью обновил вашу инфраструктурную ветку и синхронизировал локальный мастер. Супер. Синхронизировал мастер. Ну, давайте посмотрим, что там у нас. А значит, сейчас на 5 коммитов впереди все равно еще на 5 коммитов впереди и на 1 коммит позади. Локальная ветка мастер теперь полностью соответствует апстрим мастер основному репозиторию Paperclip. Вашему мастер все последние изменения, включая обновление Drizzle OPR, подтянутое обновление. Ветка преобразована на самый свежий. Все наши инфраструктурные изменения, библиотеки, фиксы сохранены, поскольку force push заблокирован. Я применил метод накопительного коммита, чтобы GitHub принял обновление. Ну да. Контроль объема в PR по-прежнему ровно 10 изменений. Это гарантирует быстрое прохождение проверки ботом. У меня ряд вопросов к нему. То, что мы опережаем по коммитам наш мастер, это техническая ошибка. То есть я устанавливал защиту на комментарии, и у нас были проблемы с синхронизацией с мастером материнским, апстримом, с апстрим-мастером. И вот эти вот коммиты, это мы просто брали вручную то, что делал апстрим, и заливали в наши коммиты с правильными сообщениями внутри коммитов, коммит-месседжа. И вот эти вот коммиты, они чисто технические, их можно... Ну, я хочу, чтобы их не было. И я так понимаю, что уже апстрим обновился еще на 1 коммит. Давай мы приведем в соответствие. И после того, как мы приведем в соответствие, еще проверю вот эти вот моменты, которые я написал выше и ниже. Так как он выходит на связь далеко не сразу, то проще ему сразу закинуть ряд задач, чтобы он уже над ними думал и все выполнял. Что там еще? Вот, допустим, этот файл. У меня были к нему вопросы. Я так понимаю, что эти файлы, если мы их тянем от мастера, то мы их не меняем. Верно? Тогда зачем они нам в измененных в нашей ветке? Можем ли их убрать? И второй вот этот вот. Ну, то есть 3 вот таких вот правки. Вот эти файлы, может быть, лишние. Здесь убрал большую проверку и захардкодил ответ, который должен быть правильным. И мы отстали опять от основного, от апстрима, и опережаем апстрим. Ну, вот это вот закинем этому же нашему трудяге. Хоть посмотрим, сколько у него там лимита. 38 использовано. Ну, класс, мы помещаемся. Это вообще 30 даже, а не 38. Супер.
Все, я забросил ему задание, и он, я думаю, там будет думать над этим где-то там 30-40 минут, скорее всего. Так, ну я очень устал от Gemini. Да, он автономно работает, но то, что он, наверное, делает за час, я думаю, что Клауда сделает там, я не знаю, за 5 минут, за 7 минут. Да, с моим участием. Ну, давайте попробуем. То есть вот эту задачу. Хорошо, кстати, что я сохранял, потому что там прервалось соединение API с Гуглом, и он что-то там начал, отвалился. Ну, то есть полностью не выполнил задачу. А если он не выполнил задачу, то он забыл, что он делал. Да, максимальная мощность у нас выставлена, хорошо. Нет, никогда. И сейчас вот просто ту же самую задачу я попробую скормлить Клауды. Причем сонету, я думаю, даже, а не опусу. Да, сонету и все. Опус, он начинает как-то заблуждаться там после того, как перевалит за половину своего контекста. Его контекста становится слишком много, и он начинает генерировать что-то вообще не то. Значит, что я хочу сделать? Вначале мастер должен быть приведен в синхронизирован, то есть вот эта надпись "This bunch is", что мы опережаем на 5 коммитов и запаздываем на 2 коммита по сравнению с апстримом, материнским пепперклипом, мастером, то вот это вот первое необходимо что сделать. Ну и там вот этот еще экран, который дергается, ну, раздражает. То есть здесь понятно, я вижу команды, что происходит, и он пишет, какой код он где заменил. А там просто вот так вот двигается экран, жутко раздражает. Глаза устают, голова устает, даже когда... ну, то есть как я пытался делать? Я пытался делать так, что здесь я занимаюсь... Ой, я не выключил звук, сейчас, извиняюсь. Сейчас я выключу звук, чтобы нам не мешали. Так, ну да, мои гипотезы, что Клауда во всяком случае быстро что-то делает, то это хорошо. То есть вот он что-то спрашивает. Это баги, не фикс. Текущая ветка удалила 5 функций из upstream и оставила только с добавленными параметрами. Ну вот это я обнаружил, и это я ему написал. Так. Там закономерно exit, которая запрещает коммитить. Пинование, так, правильная версия. Файл не должна попасть в этот PR, если мы делаем только окружение. Проблема с npm npm log YAML. Если добавить React в package.json, лог-файл изменится, но PR UML Guard запрещает это. Правильное решение: либо CI управляет лог-файл автоматически, нужно либо сделать Guard условным. Ну да, вот это я хотел ему надиктовать, сбросить master origin в upstream master. Это force push, безвозвратно удалить 5 технических коммитов, да. Это вот как раз я ему хотел длинно надиктовать, но он так вот коротко мне это предложил. Так что, ну да, Клауда во всяком случае быстрый. То есть тот бы 40 минут... Ну, то есть тот делал час, и он мне не дал результата никакого. Gemini. Создавать новую ветку от чистого мастера.
А, GitHub блокирует force push на мастер через branch protection rule. Нужно временно снять эту защиту. Что сделать вручную? Зайти, найди правила для мастера, отключи restriction force push или добавь себя как исключение. Скажи мне, я сразу сделаю push. Если хочешь, через терминал набери. Я не хочу копаться в настройках. Ты имеешь доступ к CLI. Ты можешь просто отменить коммиты, которые есть, и просто синхронизироваться с мастером. Выбери, пожалуйста, этот путь. Потому что он это сделает сильно быстрее, чем я там буду искать какие-то настройки. Да, и с Gemini я несколько раз упирался в ограничение памяти по PyCharm. Он мне тут какую-то надпись показывал, там говорит изменить настройки. Там 2 гигабайта было в подкачке, я изменил на 12 гигабайт. То есть, ну, с клауда я с таким ни разу не сталкивался, но Gemini, да, вот как-то там забивал память PyCharm. И я вот только что перезагрузился. Ну вот, да, то есть все может, и меня нагружает, чтобы я работал. Я ему говорю, работай, а он умный, искусственный интеллект, и говорит, ты работай, вот тебе ссылка, иди работай. Вот, так что хорошо, что мы знаем, какие у него возможности есть, и перенаправляем обратно задачу. Так, теперь давайте проверим, что действительно мастер уже синхронизирован. Обновимся, и вот эта надпись должна пропасть. И при синхронизации форка должно 6 commit ahead. А пока что я не вижу, что this branch is... Видите, все надо перепроверять. Он говорит, готово, синхронизирован, с апстримом. Да ничего такого, ничего подобного. Без force push. О, прикольно. Он сделал сразу ветку от Upstream Master. Мы не являемся частью той организации, и мы, получается, не сможем туда коммитить. То есть я так понимаю, что есть материнский paperclip, мы потянули от него форк, и вот именно в рамках этого форка мы имеем возможность сохранять у себя код. Если есть какие-то коммиты, которые дают вот этот вот неприятную надпись, что мы опаздываем, то скажи, пожалуйста, какие коммиты нужно изменить. И, кстати, я смотрю на ветку мастера. То есть точно ли мастер у нас вот так вот отстает, и с этим нельзя ничего сделать? Какие вообще есть еще альтернативы? То есть я так понимаю, я боюсь, что мы туда в paperclip не сможем коммитить, и мы не сможем сохранять наш код. Вот, да, тут чуть-чуть надо разбираться в этой всей инфраструктуре. Ну, то есть опять он что-то не то советует. Google просто долго делал, а этот советует не то. То есть Google делал медленно, но он делал то, что работало.
самостоятельно и долго. То есть, как я делал, я на этом экране, допустим, делаю что-то свое, а здесь смотрю, что он еще, на втором экране смотрю, что он еще вот так вот мелькает. Вот, я свое что-то завершил и переключаюсь туда. Так, давай разберу всю картину потом, потому что тут несколько разных вопросов. Как настроен репозиторий? Paperclip Fork, Angel Card, Paperclip Fork Enterprise, Origin твой форк, ты владелец, Branch, да. Пушить в апстрим ты не можешь, это правильно, твой код хранится в форке, да. Про 6 commit ahead — это сообщение GitHub на странице форка, она косметическая, не блокирует ничего. Оно означает, в твоем мастере есть 6 коммитов, которых нет в оригинале, это нормально для форка, который ведет свою историю. Ну, я не считаю, что это нормально, что мастер у нас как-то опережает. В мастер мы вроде бы ничего не пушили. Я разработку веду только в ветках, которые еще не... которые напрямую пытаются сделать пиар в апстримовский мастер. То есть я не понимаю, что там хранится в этих коммитах косметических. Мне это не нравится, косметика. Я понимаю, когда косметика — это что-то хорошее, а здесь косметика — это что-то плохое. Я хочу, чтобы все было красивенько. Давай начнем просто с того, что эти коммиты просто исчезнут. Если они исчезнут, то что мы потеряем? Дай мне короткий ответ до 100 слов. Ну, видите, то есть то, что он предлагал, это неправильно, и мы его перенаправили в более правильное направление, как надо делать. Хорошо, что тут ничего не моргает. Пока я ему ответил туда, то мы почитаем, что еще он написал. Почему нельзя убрать без force push? Те 6 коммитов — это слои истории Git, удалить их при записи невозможно, а branch protection на твоем же форке блокирует force push на мастер. Варианты: ничего, отключить branch protection временно, force push master чист, удалить и пересоздать ветку master, сложные риски, чисто, но опасно. Мой вариант оставить как есть. Ну, не знаю, там же есть еще команда reset, по-моему, что он их не предлагает. Пустой div, код идентичен, в этих 6 коммитах нет ни одного измененного файла по сравнению с upstream. Если удалим, потеряем 0. Это пустые merge коммиты, история синхронизации. Нужно просто отключить branch protection на мастер в GitHub. Settings на 30 секунд я сделаю force push. Я не понимаю, что такое force push. Ты говоришь, что у нас есть какие-то коммиты на мастере, и я понимаю, что если сделать какой-то reset или rebase, то мы просто откатимся на 5 коммитов назад по мастеру, потом я нажму кнопку синхронизировать с апстрим мастером, и мы это все вернемся, и не надо мне нигде копаться. Так это или я неправильно что-то понимаю? Вот он, по-моему, парит мозг мне. Почему я ему предлагаю? Почему мне он не предлагает? Кто искусственный интеллект? Там останови, тут предложи. Ну, хотя бы он работает, да, то есть это круто. И работает быстрее, чем все остальные. Не совсем объясню, что произойдет пошагово. Твоя идея открыть локальный мастер на 6 назад, это работает. Нажать Sync Fork на GitHub это не поможет. Почему нет? Sync Fork работает с GitHub копией Origin Master, а там все еще висят 6 лишних коммитов. GitHub не знает, что ты локально откатился, он видит только удаленные репозитории. Нажми Sync Fork, если GitHub покажет опцию Discard Commits. Но я пытался это сделать. Ну, я не знаю, вообще пишет, что все синхронизировано. Is not behind. Ладно, тогда просто идем дальше. Не обращаем на это внимания. Ну, или последняя попытка, если не получится по-быстрому, то...
Дискард недоступен, тупик, единственный путь. Настройка settings, branches, удалить защиту. Я не понимаю, почему ты говоришь, что мы только локально можем поменять. Мы же эти же команды, ребейсы всякие и отмены коммита можем послать все не только локально, но мы можем еще их послать на сервак, и они применятся там. Я не понимаю, почему это не работает. Говорит, не работает. Git — это не база данных, куда можно отправить команду удалить строку. Git работает только одним способом. Ты пушишь состояние своей ветки, и оно заменяет состояние на сервере. Когда мы делаем git reset локально, это просто двигаем стрелку себя, на Git ничего не изменилось. А когда пытаемся запушить это откатившееся состояние, локальный мастер, ABC откатилось, там все равно будет продолжение. То есть все равно говорит force push. Игнорим. Делаем новую ветку. Добавляем обязательное для CI. Да, я написал, что там есть тесты, и что надо, чтобы они проходили. Я еще надиктую. Когда мы загрузим нашу ветку в PR, то там будет еще CI, который все будет проверять на безопасность, еще Griptil бот и еще дополнительные тесты. Так что это не исчерпывающий перечень, но мы это будем еще дорабатывать. Просто я хочу... В том, как сейчас ветка создана, я считаю, что там есть 2 лишних файла, а остальное, я думаю, в принципе, там все нормально, можно так и сделать. Вот это хорошо, конечно, когда я могу докинуть ему туда в контекст. У Gemini оно не докидывается, оно висит в очереди, и он начинает это читать только после того, как завершился предыдущий запрос. А здесь он параллельно читает и может докидывать контекст из того, что я написал. А в ZAI вообще китайцы останавливаются, если ты что-то написал. Для него это святое. Он просто останавливает тот процесс, читает обязательно то, что ты написал, и уже с учетом твоего продолжает. То есть вот такая вот, как это, культурные особенности. Gemini просто делает то, что собрался, потом почитает. Cloud он вначале делает, и когда чуть-чуть освобождается, подсчитывает, и тогда может изменить то, что делает, а китайцы сразу стоп. Пользователь что-то написал. Ну да, вот эти вот файлы, они, я думаю, лишние. Так, и что у нас тут? Я составил маленькое такое письмецо. Добрый день, я читал Contribution MD Roadmap, опубликовал PR, который меняет CI для возможности разработки локализации для поддержки стандарта React-i18 Next.
Предполагаю, что рано или поздно при развитии Paperclip AI станет вопрос станет, наверное, там адекватно перевели. Да, да, занимайся. Все одобряю. Так, добавляем вот просто библиотеку. Ну, я не знаю, пока что мне Cloud больше всего как-то нравится. Да, он требует моего участия, но если я готов участвовать активно, то за тот же час я сделаю то, что Gemini там 6 часов делает. Так что да, пока что по результативности. Gemini хорош в автономности, то есть он запустился, и он действительно дает результат. Медленно, но дает. Я проходил там какие-то курсы на Курсере с преподавателями из Гугла, и вот там мы изучали конкуренции, и они как раз рассказывали, если облачный компьютер висит, то есть разные сервисы, которые используют разные ресурсы этого компьютера. Допустим, ну, они не говорили на примерах, но фактически Google Фото, прошу прощения, хранит фотографии и фактически использует там жесткий диск, SSD или жесткий диск. Причем есть разные скорости доступа. То есть то, что быстрые, а есть такие вот хранятся, и скорость доступа к ним не важна. То есть вот они как такой архив, то есть медленные могут быть, но стабильные, допустим. И это вот один ресурс, жесткий диск. А второй ресурс — это вычислительные мощности, там, допустим, процессор тот же, оперативная память, видеокарта. И запрос-ответ, запрос-ответ. И конкуренция, конкуренция, она простраивается так, что один компьютер может использовать несколько сервисов. Несколько сервисов использует один компьютер, сервер. И мне кажется, что с моей маленькой подпиской в Gemini на $21 меня просто ставят в очередь в самый конец. То есть в клауды я на самой максимальной подписке, то есть там 20, 100 и 200. И там даже написано, что у меня мои запросы обрабатываются серверами Антропика приоритетнее, чем предыдущие оплаченные модели. То есть я получаю быстрее вычисления обратно, и за единицу времени могу больше сделать. Я думаю, что Google дает результат, но этот результат соответствует, наверное, тем деньгам, которые я туда положил, что, возможно, если я заплачу за более дорогую версию, то он будет быстрее мне давать результат. И результаты мне понравились. То есть, если я занимаюсь своим, нажал 2 кнопки, и он на час что-то ушел делать, потом приходит с готовым результатом, изменил там 8 файлов, это хороший результат. А у Сонета бы уже закончились там контексты, он бы у меня 50 раз что-то спросил, что-то еще там сделал, а этот планомерно делает. То есть, для своих задач. Сейчас вот я готов с вами посидеть и позаписывать это видео и полностью поучаствовать в процессе, поэтому клауды. А когда параллельно что-то делаю, то Gemini. Он тоже достаточно активненько многое все сам делает. Я там просто веток насоздавал, я эту ветку с минусом в конце
с дефисом, я тоже ее запушил, и она есть. И поэтому он столкнулся с ошибкой, что такая ветка уже есть. Поэтому ему пришлось дополнительно удалить, создать, переписать. Он все справился в автомате. Ну да, мне еще приятно, что здесь я наблюдаю за процессом, что он делает. То есть я с вами общаюсь и параллельно еще читаю код, который он делает. Если что-то не так я вижу, то я его стараюсь остановить. Нетронутый. Хорошо. Сколько файлов? Тут пусто. Тут 22 файла. Скажи, пожалуйста, обязательно ли словари английского языка? То есть вот если совсем минимальный стек, а можно ли без словарей английского языка еще и... Ну, чтобы не пугать людей, то есть чтобы... А там же люди будут читать, и они увидят, 2 строчки, примут пиар, увидят там 1000 строк, мы должны разбираться. То есть вот какой твой вывод? Какой минимальный набор, чтобы потом мы уже смогли докидывать нашу локализацию, которая сделана, и чтобы она проходила успешно тесты? Ну, там библиотеки, которые нам нужны, в тесты вписать тоже в окружение нашу библиотеку, чтобы все поднималось. То есть вот минимальный пиар, вот такой вот именно самый легковесный, но достаточный. То есть если что-то нам действительно нужно, то мы его, да, действительно добавляем. То есть у нас нету таких ограничений каких-то, но просто самый поджарый такой из вариантов. Кто бы знал, что я текстом буду описывать искусственному интеллекту задачу, что накодить. И от того, как я выражу свою мысль точно, зависит то, насколько точный будет код создан и правильная архитектура. Я о таком не задумывался, не мечтал, не предполагал. Были какие-то, да, такие вот прогнозы о том, что это будет возможно. Но я думал, что это такая перспектива. А так мы вживую застали приятно. Так, хороший вопрос, давай разберем логику. Когда CI запускает локализационную ветку, она использует свои собственные файлы, включая свой package JSON, YAML, TES и все JSON-словари, а мастер тут ни при чем. Значит, JSON-файл, при этом PR не нужны, они уже есть в локализованной ветке. Истинный минимум. Совсем голый вариант, только PR 3 строки. Это достаточно, чтобы CI пропустил PR локализации, но тогда в мастер нет пакетов, и любой другой PR с i18n тоже сломается. А какая наша задача? Наша задача поменять CI таким образом под нас, чтобы мы смогли пройти все тесты. А что для этого нужно? То есть, если нужно все файлы это, то я только за, чтобы мы прошли все тесты, которые есть на CI. У нас нет ограничения по файлам, которые мы загружаем. То есть, если нужны словари, мы тоже их можем сделать. Нужны ли нам словари? Ну, допустим, английского языка.
Имею в виду, нужны ли нам в этом пиаре словари английского языка в случае, если мы еще не делаем ни одного изменения, и все тексты сейчас захардкожены. Они же сейчас все захардкожены, да, мы ничего не меняем на переменные по вот этому i18n. То, что он предлагает, это уже неправильно, то есть сломаются все тесты. То есть мы вначале закинем библиотеку, и тесты все не пройдут. И нам повторно надо закидывать, расширять нашу библиотеку на тесты. Незачем. Отличный вопрос, ты сам докопался до сути. Как не материться, да? То есть он советует нам неправильно, когда я ему просто показываю, где он не прав, как бы вот там культурно говорить. Мне словари не нужны в этом пиар. Вот почему? Да я знаю почему. В этом пиаре не меняем ни одну строку на переменную. Словари, изменения, все, что живет. Итоговый минимум для пиара. Package, npm log. Брать лишние 19 файлов из ветки. Да. Меня волнует, сможем ли мы пройти тесты, если мы закинем какую-то локализацию. То есть там есть, вот, допустим, мы перевели какой-то один файл и докинули словари английского языка. И нам нужно пройти тесты, которые вот сейчас есть в папке. Будет ли в виртуальной среде, в paperclip, который разворачивается в виртуальной среде, разворачивается еще и наша библиотека и подтягивается наша локализация, чтобы мы смогли пройти тесты, потому что там многие тесты, они запрашивают, есть ли по такому локатору там такой английский текст. И если есть, то тест пройден. То есть вот исходя из этого, чтобы у нас прошли тесты, достаточно ли текущего стека файлов, чтобы все получилось? Ну, он быстро думает, он быстрее всех думает и дает ответы. Да, текущего стека достаточно. Вот почему локализационная ветка самодостаточна, она несет свои собственные файлы. VTS Setup тексты импортирует. Ну, хорошо. Проверить, нету ли сейчас никаких запретов. Ну ладно, да, давай. Я бы хотел, чтобы то, что уже для тестов, содержалось в этом коммите. То есть мы один раз меняем инфраструктуру, и потом уже, чтобы ее не трогать. Чтобы люди знали, что вот да, мы поменяли CI-ку вот так вот, а тесты будут проверять вот так вот. То есть то, что ты говоришь, что потом мы еще будем менять тестирование, нас покусают и побьют очень больно. Тебе не понравится. Вот, поэтому все инфраструктуры, которые мы хотим сделать, они должны быть в этом пиаре. Но то, что не касается инфраструктуры, его там быть не должно. Ну, он сейчас выкинул слишком много. То есть 2 файла надо выкинуть было. Он правильно сделал, он их выкинул, потянулся от мастера, и они
прошу прощения, и они уже в таком первозданном виде нам подходят, не надо там ничего менять. Сам взял, что-то докинул словари английские, которые там не нужны. Мы пообщались, он их уберет. Но еще он выкинул то, что для тестов. Правильная логика, инфраструктура сюда. Контент, переводы, локализационный пиар. Схема, инфраструктура. Да, вид-тест, чтобы оно у нас было. И сюда. Там буквально несколько строк, как я понимаю, надо добавить, чтобы все работало. Контент, переводы, локализационный пиар. Ну да. Вот теперь я уже более-менее... Ну вот смотрите, как просто там 2 строчечки мы добавили, одна с текстом, одна пробел. Это ж просто проверить. Так, ну окей. Делай коммит. А что мне понравилось у Gemini, у него внизу написано, где мы находимся, то есть какая-то... уже сделал. Хорошо. И здесь написано, в какой ветке он работает. Это прям меня всегда успокаивает, что он помнит и знает, где он находится, где код находится и куда пушить. А здесь такого нету. Так, волнительные моменты. Нам теперь надо написать документацию. Ну, найти ту ветку. Где она там у нас? Вот это вроде бы. А сейчас я попрошу его удалить вот это вот без минуса и переписать наш коммит в та, которая без минуса. Хочу пушить. Она имеет более красивое название. Перенеси, пожалуйста, код в нее. Думаю, вначале просто удали и потяни от мастера. Origin. Как тебе план? Ничего не сломаем. Я создал другую ветку, чтобы в этой ветке были все изменения, и чтобы из нее было легче и проще все. У нас есть вот такая и вот такая. Что мы потеряем? Он не поймал разницу вот это вот в конце, минус вот этот тире-дефис.
Окей, делает, да, разобрался. Я хочу уже смотреть все, как будет выглядеть там. Compare and pull request. Из вот этой веточки. Нет, из вот этой вот веточки. Да, в мастер. И вот наши... У нас спрашивают вот эти вот моменты, и вот это мой, как бы так сказать, черновик того, что я буду писать разработчикам. Из него ты можешь вытащить информацию, чтобы ответить достаточно коротко, но на вот эти вот моменты. Так, и мы совсем недавно обнаружили, что если мы заходим в Google Doc, копируем с гиперссылками и заходим, допустим, в клауды, переводчик. Ну, кстати, вот текст. То мы вот так вот вставляем, и ссылки не теряются. И вот так вот мы можем скопировать сразу с ссылками и в терминал ему загнать. Я думаю, там будут ссылки. Да, вот они ссылки, не потерялись. Сейчас по-быстрому попытаемся накидать это все. Создать. Накидать оно как будто бы вроде не сильно уважительно. Создать. Он даже еще знает, что там вот changed. Или я это здесь как-то зацепил. Да, вот changed. Так, давайте почитаем. Потому что ударять лицом в грязь не хочется. Перевод пусть тоже сделает нам клауда, чтобы он был адекватный. А то там напереводит. Текст на английском. Переводи на русский. Paperclip оркеструет ИИ-агентов для компании без людей. Его UI в настоящее время только на английском языке со всеми захардкоженными строками. В рабочей области UI нет инфраструктуры i18n, нет фреймворка перевода, нет файловых локалей, нет настройки тестовой среды для переведенных строк. 4 открытых issue запрашивает поддержку локализации и активация. Сразу ему закинем, что мы формируем Markdown документ, поэтому там, где ссылки на пиары, ты зашей, чтобы оно было со ссылками. Это первое, что я бы хотел ему сказать. В текущем видео просто текстом это не прикольно.
запрашивает поддержку локализации, и активная разработка ветки локализации заблокирована CI. Ну, я ж не так написал. В этом ключе нужно писать. Так, и что еще у нас там? Задача CI policy отклоняет любой PR, который касается YAML, даже когда изменение является легитимным добавлением зависимости, вызванным обновлением манифеста. Этот pull request добавит минимальную инфраструктуру на уровне CI, необходимую для разблокировки работы по локализации, пакеты React i18 Next, базовый инициатор, однострочный хук, настройки вид-тест и исправленную защиту лог-файл, который позволяет обновление лог-файл, управляемым манифестом. Преимущество в том, что PR по локализации теперь могут проходить CI без изменения самих файлов workflow, содержимое переходов и подключения пространств имен остается полностью в ветке локализации. Что изменено? UI package JSON добавлены как продакшн зависимости, обновлен, включен, новый файл, настройки по умолчанию, без переводов, одностраничное добавление, ужесточена защита лог-файл, проверка теперь завершается с кодом 1 только когда изменился без соответствующего изменения package JSON. Обновление лог-файла, управляемые манифестом, явно разрешены. Давай пообщаемся. Получается, ты зашил какую-то еще дополнительную логику, но там известные крутые международные разработчики, и они построили CI под себя. И если мы меняем какую-то логику, мы вначале должны у них спрашивать, что мы меняем какую-то логику. Поэтому если можно логику не менять, там никакие права не менять, никакую логику CI не менять, и просто добавить нашу библиотеку, чтобы у нас потом все сработало, чтобы мы смогли сделать нашу локализацию, то я бы предпочел без вмешательств в то, к чему мы не имеем полномочий вмешиваться. А ты туда прописал что-то обязательное, или это было такое необязательное улучшение от тебя? Потому что то, как оно звучит, мне вообще это не нравится. Обязательно. Вот почему оригинальный Guard блокирует любой PR, где изменился PNPM log YAML без исключения. Наш PR добавляет пакеты в package JSON, значит, тоже меняется. Без справки PR наш собственный PR упадет на том же Guard еще до запуска тестов. Но ты прав в другом. Это чужая CI-логика, и менять ее нужно с объяснением. Именно поэтому вот change стоит честно написать, что и почему мы трогали. Важный нюанс, мы меняем PR YAML в нашем форке, не в апстриме. Апстрим-разработчики увидят это изменение, только если мы будем делать PR туда. Какого лешего мы же будем делать? Но наши локальные задачи
Я не понимаю, вот, допустим, я должен сделать пиар, и там должны пройти все эти тесты, допустим, и они должны быть все зелененькие. Но если мы вмешиваемся в логику, как оно все должно работать, то мы попадем на проверку безопасности, и безопасность нам скажет, что мы делаем что-то не то. Если наш пиар про добавление библиотек будет принят, то нужно ли как-то менять эти правила, которые ты поменял? Как это может... Ну, мы добавляем новую библиотеку. А тесты проверяют наличие каких-то файлов. Запустился сервак. Получилось ли создать компанию до конца? Получилось ли подключить агента? По-моему, он меня обманывает. Отличный вопрос, и ты правильно чувствуешь риски. Он постоянно хвалит, да, но почему я чувствую риски, а не он? Короткий ответ: если апстрим примет пакеты PR-YAML, менять не нужно совсем. Так какого лешего ты меняешь? Так, подать только. Не подавать. Тогда guard не сработает. Логфайл не изменится. Для нашего форка текущее состояние ветки PR YAML плюс логфайл нужно, иначе наш CI тоже упадет. Но для PR в апстрим нам нужна отдельная, более чистая ветка без этих двух файлов. Делать ее сейчас или позже. Ты написал много, и мне непонятно. Я не робот, я человек, и сократи это все до 40 слов. Нам нужно сделать пиар, чтобы там поднялась инфраструктура, чтобы потом мы смогли сделать локализацию. Какие минимальные правки мы должны сделать туда, чтобы потом мы смогли делать локализацию? Желательно, если мы можем не менять ничего, мы не меняем. Если мы обязаны что-то поменять, мы будем делать пиар, мы делаем пиар. Мы делаем код для того, чтобы сделать пиар и смерджить. Как оно у нас все работает внутри, нам фиолетово. Я имею в виду, что если у нас на компьютере, пока этот коммит не будет принят, пока PR не будет смерджен, что-то будет не работать, но после того, как мы уже все смерджим, у нас это подтянется и начнет все работать, то вот это идеальная ситуация, которую я хочу. Какие минимальные правки мы должны сделать? Ну, то есть он просто соглашается и предлагает какой-то вариант. Ему главное что-то делать и что-то генерировать. А мы его пытаемся на истину. 3 файла, ничего лишнего. Package, инициализация, 1 строка импорта. Не трогаем, upstream CI сам обновит лог-файл. А после того, как коммит втянется в апстрим, то после этого мы сможем заливать нашу локализацию, и все будет окей. И тесты по уже с хардкода на локализацию, они будут проходить корректно. Я правильно понимаю? Ну вот 3 файла — это вот класс. Буквально там по одна строка, и там 12 строк.
Да, правильно, после мерджа пакеты уже в мастер лог файл не меняется, guard не сработает, уже есть, тесты инициализируются. Значения в n-слоере должны совпадать с оригинальными захардкоженными строками. Обнови коммит. Обнови. Syncing pass и вот changed. Ну вот, то есть он изначально создал 20 файлов, потом сократил там. Сейчас еще мы сократили. Так, захардкоженные строки в рабочей области, нет инфраструктуры, фреймворка, строк 4 открытых issues, показывает, что общество запрашивает поддержку локализации и активно предпринимает шаги в этом направлении. Ну да, вот это уже правильно. Без пакета, в минимального инициатора любой PR по локализации не может быть собран или протестирован в CI. Этот pull request добавляет минимальную инфраструктуру, пакеты, базовый инициатор и однострочный хук, вид-тест, без содержимого переводов, без изменений workflow. Преимущество в том, что PR по локализации теперь могут быть отправлены, собраны, протестированы без каких-либо дальнейших изменений в среде CI. Что изменено? Добавлено новый файл с плагином и однострочное добавление. Ну, шикарно. Мне очень нравится. Это уже совсем другое дело. Это можно сюда добавить. Давайте посмотрим. Ну ладно, пусть они будут с новой строки, окей. Не принципиально. Так, verification. Давайте по-простому напишем. Все тесты запускаются и успешно проходят. Изменений в коде практически нет. Это будет читать человек, поэтому я думаю, за короткое пояснение человек будет нам благодарен. Видите, не отрабатывает там кнопка «Скопировать контент». Риски. Я не вижу рисков. Для этого пиара. Ну, то есть, да, там будет чуть-чуть сложнее разработка. Что надо будет сразу там
Так, давайте зайдем сюда и посмотрим. Скопируем. Ставим. ZTE удалим. Cloud Code Sonnet. Хайку здесь не использовался. И Gemini 3. CLI. Давайте повставляем такие же красивости. Наверное, даже еще H3 скопируем, чтобы оно чуть-чуть выделялось. Закрывающие теги. H-теги вроде бы можно не закрывать, они все равно закрываются на уровне строки, но считается более чистым закрывать. Если здесь нас будут оценивать, насколько мы классненькие, то можно это сделать. Или H4 поставить. Ну ладно, пусть будет 3. Details. Тут закрыть. Так, и что изменено, тоже добавляем. И закрывающий тег. Тут закрывающий есть. А, тут как-то... Так, давайте глянем, что у нас получается. Почему, значит, нету закрывающего тега? У этого блока. Хорошо. Так, verification не открывается. Почему? А, это считается закомментированный текст, да? Поэтому... Так, риски не открываются. Тоже закомментировано. Модели, которые используются. И тут лишний символ. Давайте его уберем. Точнее, заменим. Чек-лист.
Я так понимаю, нужно тут крестики поставить, что мы все поняли, осознали. Будем применять. И закрывающий тег поставим. Только без продолжения списка, а просто глянем. Как-то оно выбивается из череды. Model used. Все остальные у нас написаны просто строчно, да? Нет, каждая буква. Так, заходим. Модель. Смотрим. Открывается. Что тут отзывчиво? Что изменено? Верификация. Отсутствует черта, да? Между риск и модель, которая использовалась. Так, что изменили? Verification, риск, модель, чек-лист. Да, окей. Create pull request. Мы ничего не меняли, у нас такой чистенький, легкий. У нас, получается, себя прописывал Cloud код в пиары, в комиты. Я не включил. Из текстов комитов вычеркнем он как-то в мастер и оказывается не только 3 файла там было. Ну да, там как-то было сколько, 4, по-моему, да? Больше.
Я хочу чистую ветку. Или, наверное, даже по-другому. Сейчас я выдумаю новое имя для этой ветки. Включим защиту, чтобы он туда не пушил свое авторство. Ну это двухфакторку надо проходить. Я не хочу видео останавливать. Так, CI. Нет, какое у нас точное название ветки, которая наша? Давайте мы ее откроем. И здесь напишем чуть-чуть по-другому. Какие у нас там были циферки? Один один семь один 2652 2760 3582. Создай чистую ветку без соавторства и с 3 файлами. Ну да, нет старой истории. Абсолютно верно. Там вычитывать людям, что 12 было правок, им это не сильно интересно. А эту я остановлю. Так, это я просто тестировал, как код выглядит. Правки все равно есть, и многое что попадало. А здесь я просто convert to draft. Или вообще можно удалить? Как удаляем? В самом конце. Close. Да, просто закроем ее. Чтобы ее не было. Заходим и здесь переключаемся на веточку. Мы не обновили, наверное, или он еще не создал ветку. Вот, vibe. И ее мы пушим. Так, и прошлую мы просто подоткроем для того, чтобы скопировать текст.
Хорошая, кстати. Ну, может быть, это... Я думаю, это написал сам GitHub. Так, тут как-то поехал X не туда. Везде у нас... Здесь X был. Чтобы было последовательно. Вроде нормально, можно попробовать. Три файлика. Отлично. Такой пиар, я надеюсь, что любо-дорого принимать. 19 строк кода. Осмысленного всего 23. Класс. Все попадало. Давайте по одному. И Граптил еще, наверное, свои палки в колеса будет вставлять. Ну, то есть он сказал, что смотрит бот. Ну, он классный, на самом деле, замечания делает. Значимое. Пока он еще размышляет. Поясни. Ну, в принципе, он вот эту таблицу накидал. Добавить пакет. CI требует синхронизации с package.json. Инфраструктура i18n. Инициализация. Без этого Guard блокирует PR из-за log-файл. Ну вот это хочу понять. Я не понимаю, что это. До любой PR с изменением вот это сразу exit 1. После PR с npm log YAML проверяет, менялся ли package.json тоже. Если да, окей, это законное добавление пакета. Если нет, exit 1. Кто-то руками трогал лог-файл. Смотри, в чем проблема. В проект контрибутят там, допустим, 70 человек, и в день может быть там 12 мерджей.
то, что мы делаем, мы, получается, меняем правила для всех. Я считаю, что если мы как-то меняем правила, то мы должны об этом сказать, что мы просто меняем правила. Мы не должны переписывать логику, как все проверяется. Даже если все зелененькие тесты пройдут, то я не уверен, что это хорошо и правильно. То есть нам надо сказать дополнительно в комментарии потом, что в результате надо будет поменять вот этот вот код на вот этот обратно после того, как мердж будет сделан. Подготовь мне, пожалуйста, вот этот вот, ну, я не знаю, как это package, который сразу запустится, и он выполнит возвращение всего обратно. Можешь ли ты создать такой package, который в случае мерджа, или просто текстом это надо написать, чтобы после того, как мы все сделали, чтобы это все вернули обратно. Вот, я хочу об этом сказать. Сделай, пожалуйста, это. Ну, в общем, если простым языком, он для того, чтобы войти в дверь, он проломил стену, точнее, сделал дверь в стене и повесил туда свой замок. Но это сработало, и мы внутри. Security ничего не обнаружила, но я думаю, что вот этот, как его, граптил, четыре из 5. Давайте его. Все скопируем. Допустим, вот так вот. Реверт ветку создать сейчас бессмысленно. Она должна базироваться на мастер после мерджа нашего PR, которого еще нет. Правильный путь — добавить раздел в описании PR, чтобы мы интернили видели это правило. Вот текст для PR описания. Follow up, request after merge, they change to GitHub, workflow, temporary and must revert it immediately after this PR merge. Revert different. Угу. Хорошо, да, ну вот видите, важно чуть-чуть понимать, что он там делает, вникать, чтобы не подставить команду. Так, мы ему уже сохранили что-нибудь? Нет. Не сохранили. Вот это первая штука. И вот это там, допустим, вторая штука. Уже исправил и запущено. Ага, окей.
Ну, получается, должна проверка сама перезапуститься, или грептиля мы должны вручную тегнуть, чтобы он запустился. А тут вот получается, если одна запустилась, все ок, то вторая запускается, если все ок. Если вторая прошла успешно, то запускается сразу ряд тестов одновременно. Ну, грамотно, да, то есть если там по безопасности все печально, то остальное даже можно и не смотреть. По-моему, он не стригерился, поэтому нужно его принудительно пригласить, перепроверить все. Сейчас тут глазки появятся, что он просмотрел. Вот появились глазки, то есть бот отреагировал и взял в работу. Ну да, тут как-то активненько, то есть мне кажется, что за сколько? Час 24 минуты с клауда я сделал, конечно, то, что за 8 часов с Gemini. Но там, наверное, подписка из-за того, что дешевая. Хотя здесь в клауде вроде бы на дешевой подписке тоже все быстренько было. Просто упирался в лимиты. Так, ну и вот грептиль тут появился, когда я его тегнул принудительно здесь. Только тогда он уже отреагировал. Ну да, мы ж ничего не меняли, поэтому все должно подниматься хорошо. Вот это есть CI/CD, вот это вот CI-сторона, автоматическая проверка кода на то, сломает ли мой код текущий билд, текущую сборку. Пока все положительно. Да, они 2 недели делали локализацию. Неделю будем проходить согласование с командой, чтобы это все... Ну, если зальем, то будет вообще классненько, то есть тогда оно стоит усилий. Но они могут сказать, нам будет сложно разрабатывать, а когда еще нужно добавлять для каждого текста 7 хардкодов. Так что иди-ка ты, веб-код-блогер, куда подальше. У нас проект на английском будет. Мы хардкодим и не хотим затормаживать разработку. Я их пойму. Многие английский знают, ну, тем более разработчики. Но, в принципе, я думаю, что локализация, если Adobe, как тут говорят, если Adobe делает локализацию, если там Windows делает локализацию на разные языки, ну, наверное, это делает... Ух ты, грептиль на нас не ругается.
круто. Мне нравится, когда все зелененькое, почти что знак качества. Мы тут, конечно, нахитрили, временно отключили правила, но честно сказали, что да, мы отключили правила, ну, как только мы пройдем сквозь стену, где создали дверь, сразу надо будет дырку закрыть. А без этого мы бы не смогли. Мы бы не смогли получить вот эти все зелененькими. А если мы не смогли бы получить эти все зелененькими, то команда нас просто бы, ну, не смотрела и не рассматривала бы. А это я обнаружил благодаря тому, что читал код. То есть поэтому мне еще дополнительно нравится Cloud Code, что я разбираюсь, что мы делаем, и я отвечаю за код, который я создаю. Нету такого, что, ну, я ему сказал создать, он создал как-то. Вот, то есть я тут ущучил. Ну, хорошо, когда проверок мало, то есть когда легко прочесть там. Так, 10 из 10. Merge is blocked. Wait on code owner. Review from. Кто-то из собственников должен заревьюить. Ну что? В принципе, классненько. Это уже какой-то результат, с которым я вас поздравляю. То есть вы уже все, можете устраиваться на работу. Вы уже готовые программисты, знаете, как писать код, знаете, как работать в команде в GitHub. Вот, так что уже можете трудоустраиваться, возможно. Ну что, спасибо, что были вместе эти длинные часы. Спасибо, что досмотрели, спасибо, что подписались. Мне очень приятно. Так много людей подписалось. Спасибо вам, что смотрите. Это очень приятно. Вот, желаю вам финансового благополучия. Создавайте проекты миллиардники в долларах. Всех благ.